актуальное значение сегодня имеет это катастрофа самолета. И вот то, что он лечился долго, почти 1,5 года, немецкий летчик Андреас Лубец. По нашим вот стандартам он вообще не должен быть допущен даже к управлению автомобилем, никаким транспортом. Человек с такими диагнозами. И вот проблема прав человека в Европе приводит к тому, что его право управлять самолетом ставится выше безопасности пассажиров. Пусть управляет. Он мог 40 лет это сделать, 50, неважно. Но вот его право управлять ему хочется. И вот Запад вот так вот экзальтирует эту проблему. На первом месте человек, потом все остальное. Вот человек на первом месте, 150 трупов. Поэтому, когда мы во фракции ЛДПР говорим, что это нельзя, мы не хотим ущемить право одного человека. Но ни в коем случае нельзя, чтобы, подвергать опасности жизнь других людей. У него депрессия. Вернись в Франкфурт на Майне, Дюссельдорф, куда был рейс? Приди домой и повесился. Все, вот ты не хочешь жить, у тебя депрессия. Все. Ты себя лишил жизни. Мы не можем это остановить. Там есть, может быть, проблема с девушкой. Это его дело личное. Женат, не женат, есть дети. Так что права человека защищены его право уйти из жизни. Но никто не должен давать ему создавать возможности, чтобы, уходя из жизни, он ушел со всеми теми, кто сзади него сидит, так сказать. Вот проблема. Значит, нельзя никого допускать к управлению любым, движущимся средством. Даже телеговозчик, он тоже может создать аварийную ситуацию в момент его депрессии. С другой стороны, откуда возникает это? 21 век – это век психических заболеваний. И вот здесь общество провоцирует психические заболевания. Вот год назад все радиостанции страны, России, стали давать шумовое сопровождение всех их передач. Вот идет речь, ведущий, диктор, все, и на заднем фоне музыка. В основном такая шумовая. Зачем это сделали? Это же вредно действует на людей. И закон о противодействии шумовым эффектам с трудом в Москве принят и не выполняется. В Западном округе я живу, в любой момент ночью начинают взрывать петарды. 1000 людей не спят. Ну и где участковый, где префект этого Западного округа? Его гнать нужно. Этих префектов, сколько их человек в городе Москве. Они никаких мер не принимают по соблюдению. Гонки, ночные гонки автомобилистов. 10 человек получают радость от бешеной езды, 1000 не спят, проснулись. Сразу они не заболеют. Но потом, через какие-то годы, десятилетия, появятся вот такие летчики, Андреасы, и будут опускать самолеты с музыкой, уходить из жизни. А как садиться в самолеты сейчас? Миллионы людей подумают. Миллионы скажут, а что же? Кто там? Плюс экономия средств. Они экономили всегда, только 2 человека экипаж. У нас 4. Широкий охват русский. Никогда у нас такого не произойдет, когда 4 человека экипаж. В крайнем случае 3. Как можно 2? Как можно делать так, что командир экипажа не может войти в кабину? То есть террористы уже не взрывают самолеты. Теперь экипаж уничтожает самолет. Закрыли кабину от террористов и закрыли от второго пилота. Поэтому обязательно экипаж должен быть 3-4 человека. Они так все сузили, что не войти в туалет боком. Никто нигде не может пройти дальше. Везде нужно разворачиваться. Зато экономия. Зарабатывают владельцы авиакомпаний и зарабатывают те, кто выпускают такие самолеты. Ну и зачем эта прибыль нужна? Прибыль на жизни людей. Из Лондона, Куала-Лумпур, 12 часов полета, женщина умирает. Узкое сиденье, она не вставала 12 часов. Она не может ноги раздвинуть в стороны. Вот как она села, вот только так можно сидеть. И ты упираешься в эти поручни, эконом-класс. Ну что это такое? А сколько нужно трупов? Конечно, не все умирают пассажиры. Одна, может быть, раз в 10 лет.
но на ущерб здоровью-то потом проистекает, потом другие болезни, все другое. Ну, экономия, вот такая вот прибыль, то есть буржуазная экономика или вот права человека. Вот она мешает защите здоровья. Поэтому здесь, конечно, ошибка и по всем позициям, и техника безопасности, и экипаж, и все остальное. И люди погибли. Но самое главное сейчас, это же резко должно уменьшиться количество авиапассажиров. Возраст. Ну разве можно в 28 лет доверять управлять самолетом, где 150 пассажиров? Нужно границу сделать. 35 как минимум. Только 35 лет. Как и верхняя граница. То здесь проблема. Молодой сумасшедший, пожилой, инфаркт, инсульт. И мы в зоне риска все. Потом и здесь мы не знаем. Может быть, этого не было приступом депрессии. Может быть, что-то еще было, мы никогда не узнаем. Потому что все погибло. И это тоже, так сказать, проблема. Хотя там вот есть речь, но нету видеозаписи. Посмотреть его лицо. Он наслаждался тем, что сейчас он долбанется в гору, так сказать. Ну, потом обязательно было командиру экипажа через полчаса после взлета идти в туалет. Что, не мог он там, в Барселоне, сходить в туалет? Всего 2 часа. Это тоже культура поведения. Я летаю иногда чартерными рейсами, я предупреждаю охрану и помощника. Идите в туалет здесь, в аэропорту. Потом вы не будете ходить мимо меня. Почему я это делаю? Не потому что безопасность, просто мне противно, что мимо меня ходят в туалет, понимаете. Я говорю, сиди там. И они идут в нормальный туалет в аэропорту. Что ты встал через полчаса полета? И, значит, ты начинаешь. Стюардесса начинает обслуживать экипаж в первую очередь. Зачем? 2 часа полета, вообще никакого обслуживания не должно быть. Я понимаю, 6, 8, 10, 2 часа всего. Какое обслуживание? Чай, кофе, бутерброд, все, и в туалет. Вот пока они питались и в туалет ходили, самолет разбился. Тоже права человека, экипаж, как так вот. А вы скажите, экипаж потерпишь, в Дюссельдорфе позавтракаешь, пообедаешь и все остальное. Ну, я же так делаю. Они все сидят, сидеть всем. Куда ты встал? Никаких хождений по самолету. Иногда меня зовут в кабину, пойдите, вы, посмотрите. Я не иду. Что, какие смотрины могут быть в кабине самолета? Вы следите за всеми приборами и впереди что происходит. Тоже запретить кого-либо приглашать в кабину самолета. Это у нас все любят так. Пригласить кого-либо. Это все проблемы, которые нужно всем совместно решать, потому что там погибли люди, по-моему, из 12 стран. Из 12 стран. Или не важно из какой страны, важно, что 150 человек. Даже если один погибает. Поэтому нужно вырабатывать такие стандарты, чтобы была обеспечена безопасность. И соблюдать права отдельного человека, лично. У него есть свой дом, его подруга, нас не касается. Но когда ты пришел в самолет, все, ты уже не личность. Ты летчик. И ты отвечаешь за безопасность всех пассажиров. А у тебя плохое настроение, снять с полета. И вообще не ставить в полет. Я однажды летел Air France. Это сумасшедший летчик. Ну так нельзя, он вскипел весь. Его друг, видимо, партнер там, не знаю, или бойфренд, кто там эти, стюард. Я же ему по-французски сказал, говорю, слушай, мне дайте место, сперва я сяду. Потом будете другими пассажирами заниматься. Он здесь взъерошился. Побежал жаловаться командиру экипажа. Тот выскочил весь в бешенстве. Надо проверять всех. Эти западные авиакомпании. Там половина сумасшедших. У них нервная система вся на пределе, потому что образ жизни в Западной Европе – это жесточайшая эксплуатация человека. Там только прибыль. Нужно выиграть зарплату, нужно выиграть право занять рабочее место. И они все издерганные, так сказать, они все очень напряжены. Это вот все тоже нужно учитывать, и это вот я специально сказал, чтобы знать. Ну, уже мы позицию дали. Поправкам в бюджет, мы не будем их поддерживать, потому что рубль скачет день и ночь. Ну, это неумение держать курс валюты. То он в конце года рухнул, чуть ли 100 рублей за доллар там, или там за евро. Сейчас он укрепляется, несмотря ни на что. Война началась, он укрепляется где-то. Значит, нефть дешевле, он укрепляется. Нефть дороже, он, значит, искусственно его делает. Искусственно опустили
в интересах какой-то группы финансовой в России в конце 14-го искусственно поднимают весной 15-го. Нам это не нужно. Как прогнозировать? Нету прогноза. Что будет дальше, никто ничего не знает. И вот там отток капитала. В 13-м 60 миллиардов, в 14-м 150. Что вы говорите про надежность, про уверенность, про ваш бюджет? Если деньги не хотят оставаться под таким финансовым управлением. Это Андрес, вот наши финансами руководят, как этот летчик немецкий. В любой момент грабанут и взорвется самолет. Так и тут. Раз и опустили валюту, раз подняли валюту. Ну, кто будет? Люди хотят какой-то уверенности. А Набиуллина остается председателем ЦБ. Да после того, что она совершила в конце декабря, близко не должно быть ее. Близко не подпускать к ЦБ. Она остается. И с улыбочкой, даже без улыбки, она никогда не улыбалась. У нее тоже депрессия, какого-то летчика. Ведь опускание этого рубля, это миллионы погибнут. И подъем и опускание. Вот деньги увезли, и кто будет тратить деньги у нас? Кто к нам приедет с инвестициями при такой финансовой политике?